Была ли коррупция в полиции Российской империи? Как можно ожидать, денежные отношения вне закона процветали в Российской империи ничуть не меньше, чем в настоящие дни. Работа полицейского сотрудника при царе-батюшке была делом доходным, но официально малооплачиваемым, что создавало как желание заработать больше, так и возможности это сделать. Как же зарабатывали в те времена? Наиболее крупные куски дохода получали высшие чины, как правило, это были люди весьма древних фамилий, поэтому максимально соблюдали конфиденциальность при работе на свой карман. Главная статья дохода – взятки при получении контрактов на снабжение обмундирования, а также на подавление народных бунтов. Десятилетиями существовали теплые отношения с проверенными поставщиками, обычно также громких фамилий, которые снабжали внутренние войска всем необходимым настолько плохо, что качество не выдерживало не то что использования, а даже критики. При этом суммы выделялись вполне достаточные и огромные. Похожее привело к краху Крымской войны, когда российская армия хронически недополучала самое необходимое, а то, что каким-то чудом попадало на фронт, разворовывалось уже на передовой. Миллионы, которые оседали в карманах высших чинов, государя интересовали столь слабо, что нет ни одного случая, когда бы эти моменты стали поводом к наказанию. Фактически узаконенная нажива. Иное дело младший состав. Городовые, а тем более в малых городах, имели очень бедные угодья для заработка, поэтому компенсировали охватом. Как пишут современники, нет такого дела, которое полицейский не мог бы закрыть за взятку. Неопытные люди диву даются чины жалования, иметь скромное, а одеты с иголочки, живя припеваючи. Основным источником дохода полицейских младших рангов была уличная торговля и уличная же преступность. Так публичные дома, мелкие жулики-корабейники, попрошайки платили городовым ежедневную дань. Размер мог варьироваться, но обычно был терпимым у обоих сторон, чтобы не разрушать гармонию бизнеса. Сапожники, портные и переплетчики зачастую даром оказывали услуги полиции за невнимание к их деятельности. То же самое касалось извозчиков, бродобреев и кабаков. Везде для сотрудников в форме был готов стол и лучшее место. Второе крыло для обогащения – мелкая преступность. Надо сказать, что патрульный в современном понимании имел прав куда больше, чем теперь. Он мог самостоятельно решать, подозреваемый перед ним или прохожий, мог ударить человека, если тот казался ему нарушающим порядок, мог посадить в околоток до выяснения. Конечно, это касалось только социальных низов. Поднять руку, да даже голос или глаза на дворянина, никакой полицейский не мог и мыслях допустить, чтобы тот не вытворял. Поэтому всякое насилие чинилось над низшим классом, особенно над крестьянами и рабочими. И вот тут мелкая монетка от начинающего карманника-беспризорника становилась пропуском продолжать задуманное, тоже справедливо для крестьянина, который оказался далеко от барского имения и без документа о целях пребывания, для проститутки, не желающей получать желтый билет и принимающей на дому. Миллионы на этом не сколотить, но жить можно вполне обеспеченно. Куда внушительнее были суммы с пойманных на тяжелых нарушениях. Беглые каторжане и солдаты, крестьяне, сбежавшие от барина и тем паче убившие его, инородцы и пленные, оказавшиеся внутри страны. С них спрос был другой и обирали до нитки. А если взять было нечего, то тогда дело шло по закону. Но, впрочем, те же каторжане, шедшие в Сибирь, были источником наживы конвоя. Имущество у них забирали сразу же, а в каждом городе их заставляли просить милостыню, которая шла как им на прокорм, так и конвою на заработок. Пришлось даже принимать специальный закон, чтобы в крупных городах каторжане не атаковывали обывателей на улицах, умоляя подать копеечку, внушая ужас своим видом. Конечно, репутация полиции была из-за того очень плохой. Помимо очевидных людоедских взяток, составлявших нередко единственную цель их работы, их крайне не любили за показную жестокость и право применять насилие, чем они охотно пользовались. Их презирали, но боялись, так как в низовые чины брали людей крупных, свирепых и несентиментальных. В итоге патрулирующий улицы богатырь, охотно дающий в зубы всем подозрительным, обирающий окружающих и продающий свое право миловать, сначала был источником насмешек, затем презрения, а кончилось все и вовсе плохо. К началу 20 века в России назревала революция. Полицию стремительно усилили, вооружали и наделяли правами не щадить никого. Сотрудник теперь имел арсенал из карабина, револьвера и драгунской шашки, оружием полицейского служила нагайка со вставленной внутрь проволокой,
Ее удар рассекал даже самое толстое пальто. Такими нагайками манифестации и разгоняли. А еще полиция сама выращивала террористов, чтобы на борьбе с бомбометателями выбивать себе и деньги, и чины, и награды. И поборами полиция занималась, и проституток крышевала, как водится, испокон веку. И фабриковала уголовные дела, заставляя людей откупаться. Студентов тоже полицейские очень любили избивать. Деньги на секретную агентуру систематически разворовывали. Полицейские офицеры могли создавать вымышленных агентов и присваивать выдаваемые им деньги. Так, киевский подполковник Куляпка таким образом присвоил 30 тысяч рублей. Мало того, за деньги полицейские чины помогали революционерам избежать тюремного заключения или смягчали меры наказания. А когда пришла февральская революция, никто полицейским их преступлений не забыл. Их просто начали убивать, причем стихийно, без команды сверху. Вот что вспоминал очевидец тех событий полковник Вингер. Солдаты и рабочие рыскали по всему городу, разыскивая злосчастных городовых и околоточных, выражали бурный восторг, найдя новую жертву для утоления своей жажды невинной крови, и не было издевательств, глумлений, оскорблений и истязаний, которых не испробовали подлые звери над беззащитными своими жертвами. Этим зверям петербургское население в массах своих деятельно помогало, мальчишки, остервенелые революционные мегеры, разные буржуазного вида молодые люди бежали в припрыжку вокруг каждой охотившейся группы убийц и, подлаживаясь под господ товарищей, указывали им, где и в каком направлении следует искать последних скрывающихся полицейских. Из мемуаров начальника Петроградского охранного отделения генерал-майора Глобачева. Городовых, прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально раздирали на части, некоторых распинали у стен, некоторых изрубали шашками. Были случаи, что арестованных чинов полиции не доводили до мест заключения, а расстреливали на набережной Невы, затем сваливая трупы в проруби. Кто из чинов полиции не успел переодеться в штатское платье и скрыться, того беспощадно убивали. Из воспоминаний секретаря графа Толстого, оказавшегося в Петрограде 27 февраля. В эту ночь, как передавали, происходило повсеместное избиение полицейских. Один из них был убит под нашими окнами. По его словам, из 7 тысяч городовых, числящихся в Петрограде, за дни революции убито было около половины. Трупы городовых и по сие время плавают в обводном канале, куда их бросали. Бродобрей, услуживавший мне, мальчик лет 16, с веселой словоохотливостью поведал во время работы, что он ездил на одном из революционных автомобилей, когда избивали полицейских. Главный бой произошел на Гончарной улице. На их автомобиле было убито человек 13, тогда как они убили стражников человек 50. «Я сам 2 убил», — весело говорил мальчик. «И наобум не стрелял, а метился». Из дневника Пришвина за 28 февраля. 2 женщины идут с кочергами, на кочергах свинцовые шары добивать приставов. Из воспоминаний Виктора Шкловского. Это была Пасха. Громили магазины, полицейские участки, трамваи. Прямо на улицах, во имя свободы, они устраивали ритуальные сожжения врагов народа, выявленных сообща толпой, их привязывали к железным кроватям, которые выдружали на костер. Согласно исследованию, полиция в событиях февраля 1917 года Санкт-Петербургского университета МВД России революционным репрессиям в Петрограде подверглись как минимум 3200 человек. Почти нет случаев, когда сотрудник полиции Российской империи смог бы без сокрытия биографии найти себе место в СССР, крайне мало тех, кто выжил вообще. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.